Куала-Лумпур. 7 марта 2014 года. 12 часов ночи. В международном аэропорту начинается посадка на рейс MH370 до Пекина. На борту 227 пассажиров из 14 стран и 12 членов экипажа. Среди пассажиров – туристы, бизнесмены, инженеры и студенты. Для большинства из них это обычный ночной перелет, который должен занять около 6 часов. Во время посадки происходят несколько странных эпизодов, на которые тогда никто не обращает внимания. Молодой китаец в белом костюме неожиданно выходит из очереди и покидает терминал, так и не дойдя до самолета. Последними на борт поднимаются двое мужчин, летевших по паспортам граждан Австрии и Италии. Позже выяснится, что оба документа были украдены несколькими годами ранее. А за несколько минут до окончания посадки успевают зарегистрироваться еще двое пассажиров, приехавших в аэропорт буквально в последний момент. 1:41 Boeing 770 отрывается от взлетной полосы и берет курс на Пекин. С самого начала ничто не предвещает беды. Самолету 11 лет, его считают одним из самых надежных в своем классе. За штурвалом опытный экипаж во главе с командиром Захари Ахмадом Шахом, за плечами которого 18 тысяч часов налета. По всему маршруту ожидается спокойная погода без гроз, сильного ветра. Примерно через 40 минут самолет приближается к границе воздушного пространства Малайзии. Командир выходит на связь с диспетчером и спокойно произносит свою последнюю подтвержденную фразу «Спокойной ночи». Малайзийский 370. Спустя 1,5 минуты отключается устройство, которое автоматически передает диспетчерам местоположение самолета, его высоту и скорость. Для гражданской авиации это крайне необычное событие. Еще через несколько секунд Боинг исчезает с экранов гражданских радаров. Все происходит меньше, чем за 2 минуты. Именно с этого момента начинается одна из самых загадочных историй современной авиации. В эпоху спутников, цифровой связи и глобального радиолокационного контроля бесследно исчезает пассажирский самолет, на борту которого находятся 239 человек. Прошло уже больше 10 лет, но до сих пор никто не может с уверенностью сказать, что произошло в ту ночь. Когда рейс не вышел на связь в назначенное время, вьетнамские диспетчеры запросили информацию у Малайзии. В ответ они получили координаты, по которым самолет якобы продолжал полет. Позже выяснилось, что эти данные не соответствовали действительности. Малайзийские диспетчеры уже потеряли связь с экипажем, но предпочли не сообщать об этом коллегам. Лишь спустя 2 часа авиакомпания официально признала, что местонахождение самолета остается неизвестным. В заявлении говорилось, что ранее переданные координаты больше нельзя считать достоверными. Проще говоря, никто уже не понимал, где находится Боинг. Вскоре к поискам подключили Сингапур. Его военные и гражданские радары тоже ничего не зафиксировали. Получалось, что самолет исчез сразу после выхода из воздушного пространства Малайзии. Тем временем в пекинском аэропорту на табло продолжало гореть сообщение, что рейс задерживается. Только ближе к полудню стало ясно, что этот самолет уже никогда не приземлится по расписанию. Поиски начали в Южно-Китайском море, потому что именно там лайнер должен был находиться согласно маршруту. В операции участвовали 42 корабля и 39 самолетов из 10 стран. Очень быстро расследование превратилось в международную операцию. Китай подключился к расследованию практически сразу, ведь на борту находились 153 гражданина страны. Соединенные Штаты направили специалистов Федерального управления гражданской авиации, Национального совета по безопасности на транспорте и ФБР. Великобритания также присоединилась к расследованию, поскольку самолет был оснащен британскими двигателями Rolls-Royce. Позже к поисковой операции подключились и другие государства. В общей сложности в операции приняли участие 20 государств. Она стала крупнейшей поисковой операцией в истории гражданской авиации. Почти сразу начали поступать сообщения о возможных находках. Вьетнамские военные заявили, что обнаружили обломки. Китайские спутники зафиксировали в океане несколько крупных объектов, похожих на фрагменты самолета. На поверхности воды нашли огромное нефтяное пятно. Очевидцы рассказывали о вспышках в небе, взрывах и даже о горящем самолете над морем. Каждое такое сообщение проверяли, и каждое оказывалось ложным. Предполагаемые обломки исчезали при приближении поисковых судов. Нефтяное пятно оказалось обычной сырой нефтью,
не связанной с авиацией. Ни одной детали Боинг в Южно-Китайском море найти так и не удалось. А затем появилась информация, которая полностью изменила ход расследования. Военные радары Малайзии, в отличие от гражданских, способны видеть самолет даже после отключения его бортового передатчика. Их записи показали, что почти сразу после последнего сеанса связи Боинг не продолжил полет на север, а резко развернулся и взял курс на запад. Это означало, что самолет вообще не летел туда, где его искали несколько суток. Но была еще одна странность. Малайзийские военные получили эти данные практически сразу после исчезновения самолета, однако сообщили о них только через 3 дня, когда поиски уже шли совсем в другом районе. Почему? Официального объяснения так и не последовало. Власти ссылались на секретность военных данных и отказывались раскрывать детали. Поведение малайзийских властей на протяжении первых дней расследования вызывало все больше вопросов. На ежедневных пресс-конференциях журналисты снова и снова спрашивали о радарах, маршруте, самолета, действиях военных и причинах задержек. В ответ почти всегда звучало одно и то же: «Мы не можем это подтвердить. Эта информация закрыта или комментариев не будет». Очень быстро министр транспорта получил в прессе прозвище «Мистер Нет». Чем меньше информации публиковали власти, тем быстрее появлялись новые версии произошедшего. И именно в этот момент вокруг рейса MH370 начали рождаться десятки теорий, многие из которых живут до сих пор. Через несколько дней после исчезновения к расследованию подключились специалисты, отвечавшие за работу спутниковой системы связи, через которую работала часть бортового оборудования самолета. Хотя бортовая система передачи данных была отключена, самолет полностью не исчез из поля зрения. Примерно раз в час его спутниковый терминал автоматически отправлял короткий служебный сигнал, подтверждая, что оборудование продолжает работать. Эти сигналы не содержали координат, но позволяли понять, что самолет все еще находится в воздухе. Специалисты внимательно изучили эти сигналы. Хотя они не содержали координат самолета, по времени их получения и небольшим изменениям радиоволн удалось примерно определить, как двигался Боинг. Результаты оказались неожиданными. После последнего сеанса связи самолет действительно развернулся, пересек территорию Малайзии, вышел в Индийский океан и продолжал лететь еще почти 5 часов. Сначала расчеты указывали на 2 возможных направления. Одно вело на север, через Центральную Азию. Второе — далеко на юг, над Индийским океаном. Но после дополнительных проверок северный маршрут исключили. Все собранные данные указывали только на южное направление. 14 марта представители Белого дома подтвердили, что поиск сосредоточен в южной части Индийского океана. Лишь спустя несколько дней с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Малайзии. Он сообщил, что самолет завершил полет в одном из самых удаленных районов Мирового океана, где никаких пригодных для посадки мест просто не существует. Предполагаемый район крушения находился примерно в 2000 километров к западу от Австралии. Это одно из самых суровых мест на планете. До ближайшей суши 1000 километров. Огромные океанские волны, штормовой ветер и глубины, превышающие 5 километров. Искать там небольшой объект невероятно трудно. Это все равно, что пытаться найти автомобиль, утонувший на дне огромной горной долины, не зная даже примерного места падения. Несмотря на это, началась новая фаза операции. Теперь главной надеждой стали черные ящики самолета. Несмотря на название, они ярко-оранжевого цвета, чтобы их было легче найти. После падения в воду они автоматически начинают подавать специальный звуковой сигнал, который работает около 30 дней и помогает поисковым службам определить место крушения. 4 апреля одно из поисковых судов зафиксировало звуковой сигнал, очень похожий на тот, который должны передавать черные ящики. В течение нескольких следующих дней этот сигнал удавалось обнаружить еще несколько раз, а затем он окончательно исчез. Поисковые команды тщательно обследовали весь район, откуда поступали сигналы. Но никаких следов самолета найти не удалось. Позже выяснилась еще одна странная деталь. Во время проверки документов оказалось, что батареи в передатчиках черных ящиков должны были заменить еще в 2012 году. Если этого не сделали и батареи действительно разрядились, то черные ящики вообще не могли подавать никаких сигналов. Что именно услышали поисковые суда, неизвестно до сих пор.
В последующие годы 3 специальных исследовательских судна шаг за шагом обследовали океанское дно. В общей сложности поиски охватили около 120 тысяч квадратных километров. Это крупнейшая подводная поисковая операция в истории авиации. Но найти самолет так и не удалось. В июле 2015 года мужчина, убиравший пляж на французском острове Реюньон, заметил в песке большой металлический фрагмент. Когда его откопали, оказалось, что это трехметровая часть крыла Boeing 770. Французские специалисты подтвердили, что найденная деталь действительно принадлежала рейсу MH370. Серийный номер удалось прочитать только с помощью тонкой камеры, которую ввели внутрь конструкции. После удара металл оказался настолько сильно деформирован, что маркировка была скрыта внутри. В последующие годы похожие находки начали появляться по всему западному побережью Индийского океана. Фрагменты самолета обнаружили в Мозамбике, Танзании, Южной Африке, на Мадагаскаре и Маврикии. Некоторые детали удалось идентифицировать по заводским номерам, другие — по особенностям конструкции, маркировки и даже шрифту технических надписей. К 2018 году специалисты подтвердили принадлежность самолету или с высокой вероятностью связали с ним около десятка крупных обломков. На первый взгляд казалось, что новые находки лишь делают историю еще более запутанной. Но на самом деле происходило обратное. Если самолет действительно упал в южной части Индийского океана, именно там и должны были со временем появиться его обломки. И именно там их в итоге находили. Все это говорило о том, что район поисков, скорее всего, был выбран правильно. Пока одни искали самолет, другие пытались понять, почему он вообще изменил курс. Первой стала версия о теракте. Очень быстро выяснилось, что 2 пассажира летели по украденным европейским паспортам. Причем настоящие владельцы документов были живы. Один оказался гражданином Италии, другой — Австрии. Оба потеряли паспорта несколькими годами раньше в Таиланде. Новость мгновенно облетела весь мир. Однако расследование быстро установило личности этих пассажиров. Ими оказались 2 молодых граждан Ирана. Вскоре стало ясно, что к терроризму они, скорее всего, отношения не имели. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за исчезновение самолета. Кроме того, оба пассажира летели транзитом в Европу. Один собирался просить убежище, где его уже ждала мать. Использование чужих документов объяснялось попыткой нелегально покинуть Иран, а не подготовкой теракта. Следующей стала версия о пожаре на борту. Позже выяснилось, что в грузовом отсеке перевозили около 2,5 тонн литий-ионных аккумуляторов. Такие батареи способны загореться при повреждении или коротком замыкании, поэтому их перевозка строго регулируется. Но и эта гипотеза не объясняла главного. Даже если на борту возник пожар, почему самолет сначала развернулся, а затем еще 5 часов продолжал лететь, не меняя направления? Появлялись и гораздо более необычные версии. Одни утверждали, что самолет тайно посадили в Казахстане и спрятали в огромном ангаре. Другие были уверены, что его захватили боевики и перегнали в Афганистан или Пакистан, чтобы позже использовать для нового крупного теракта. Но у всех этих версий была одна серьезная проблема. Для посадки Boeing 770 требуется взлетно-посадочная полоса длиной более 2 километров, а скрыть приземление такого огромного пассажирского самолета практически невозможно. Тем не менее, сообщения о его возможном обнаружении продолжали появляться. Самолет якобы видели в Израиле, на Мальдивах и даже в джунглях Юго-Восточной Азии. Каждую такую информацию тщательно проверяли. Однако всякий раз выяснялось, что речь шла о другом самолете, ошибке очевидцев или очередной интернет-мистификации. Со временем версии становились все более необычными. Одни говорили о заговоре спецслужб, другие — о секретном оружии, инопланетянах или даже параллельных мирах. В социальных сетях распространялись фотографии и видеозаписи, которые впоследствии оказывались подделками или неверно истолкованными изображениями. Не дождавшись убедительных ответов, некоторые родственники пассажиров обращались даже к экстрасенсам и шаманам, надеясь узнать хоть что-то о судьбе своих близких. Однако ни одна из этих историй так и не помогла приблизиться к разгадке. Почему самолет сознательно изменил курс, а затем еще несколько часов продолжал лететь над океаном?
Именно этот вопрос до сих пор остается центральной загадкой рейса MH370. За прошедшие годы появилось множество объяснений, но со временем наибольшее внимание привлекла одна версия. Согласно ей, курс самолета намеренно изменил один из пилотов. Именно эту гипотезу чаще всего обсуждали в СМИ. В 2020 году бывший премьер-министр Австралии даже заявил, что именно к такому выводу пришли следователи. Однако здесь есть важный нюанс. В официальном итоговом отчете, опубликованном в 2018 году, такого вывода нет. Авторы документа лишь указывают, что изменение курса было выполнено вручную. Кто именно в тот момент управлял самолетом? Командир, второй пилот или кто-то другой? Установить так и не удалось. Командир экипажа Захари Ахмад Шах считался одним из самых опытных пилотов Malaysia Airlines. За плечами у него было около 18 тысяч часов налета. Коллеги описывали его как спокойного, уравновешенного человека, увлеченного авиацией. Дома у него был профессиональный авиасимулятор, на котором он регулярно отрабатывал самые разные маршруты. Именно домашний авиасимулятор командира стал одним из главных аргументов сторонников этой версии. Следователи выяснили, что за несколько недель до исчезновения самолета он выполнил на нем тренировочный полет, маршрут которого заканчивался в южной части Индийского океана. Однако специалисты призывали не делать поспешных выводов. На жестком диске хранились сотни тренировочных полетов в самые разные точки мира, а маршрута, полностью совпадающего с предполагаемым местом катастрофы, следователи так и не обнаружили. Кроме того, расследование не выявило признаков психического расстройства, серьезных финансовых проблем, предсмертных записок или других обстоятельств, которые обычно связывают с подобными случаями. Под пристальным вниманием следствия оказался и второй пилот. За 2 года до исчезновения он нарушил правила, пригласив во время рейса 2 пассажирок в кабину пилотов. Это считалось серьезным дисциплинарным нарушением и вызвало дополнительный интерес следователей. Однако расследование не выявило никаких доказательств того, что этот эпизод мог быть связан с событиями рейса MH370. Версия о намеренных действиях одного из пилотов возникла не случайно. История гражданской авиации уже знает подобные случаи. В 2013 году командир Mozambique Airlines сознательно направил самолет к земле, а в 2015 году второй пилот рейса Germanwings запер командира за пределами кабины и также намеренно привел самолет к катастрофе. Однако такие расследования обычно заканчиваются обнаружением веских доказательств, следователи находят записи переговоров, данные бортовых журналов, медицинские документы, переписку, признаки тяжелой депрессии, серьезных личных проблем или заранее подготовленных действий. В случае с рейсом MH370 ничего подобного обнаружить не удалось. У следствия не оказалось ни записей из кабины, ни черных ящиков, ни каких-либо других доказательств, которые позволили бы подтвердить эту версию или окончательно ее опровергнуть. Существует и гораздо более необычная версия. Французская журналистка Флоренс де Шанжи, много лет изучавшая это дело, предположила, что самолет вообще не разворачивался. По ее версии, он случайно оказался в районе военных учений США и был сбит по ошибке. После этого настоящие обстоятельства катастрофы скрыли, а поисковую операцию намеренно направили в другую часть Индийского океана. У этой версии есть серьезная проблема. В расследовании участвовали специалисты из десятков стран, включая государства, которые далеко не всегда доверяют друг другу. Тем не менее, все они независимо пришли к одному выводу после последнего сеанса связи самолет изменил курс, а затем еще несколько часов продолжал полет над Индийским океаном. Чтобы гипотеза о сокрытии оказалась верной, пришлось бы предположить существование международного заговора с участием Малайзии, Китая, Австралии, Франции, Великобритании, США и других стран. На сегодняшний день никаких убедительных доказательств такого сценария представлено не было. И все же вопросы остаются. В 2024 году группа исследователей проанализировала записи сети подводных микрофонов, способных фиксировать очень мощные звуки на больших расстояниях. Ученые попытались найти акустический след удара самолета о поверхность океана в предполагаемом районе катастрофы. Такого сигнала обнаружить не удалось. При этом авторы работы отмечают, что никто не знает, какой именно звук должен оставить при падении пассажирский самолет таких размеров.
Для ответа на этот вопрос нужны отдельные эксперименты, которых никто не проводил. Последняя крупная поисковая экспедиция завершилась в начале 2026 года. Частная компания несколько месяцев безрезультатно обследовала новый район Индийского океана. Контракт с правительством Малайзии действует только до этого лета. Если место катастрофы не удастся найти, поиски остановятся. Прошло уже 11 лет. Место падения рейса MH370 до сих пор неизвестно. Где-то на глубине нескольких километров, вероятно, лежат оба черных ящика. Именно они могли бы дать ответ на главный вопрос. Но с каждым годом вероятность их обнаружения становится все меньше. Поисковые операции стоят сотни миллионов долларов, интерес к ним постепенно угасает, а океан не спешит раскрывать свои тайны. Родственники погибших получили компенсации. Авиакомпания Malaysia Airlines понесла огромные убытки, после чего перешла под контроль государства. Часто говорят, что исчезновение рейса MH370 не имеет аналогов. Но это не совсем так. За 5 лет до этих событий над Атлантическим океаном разбился рейс Air France 447. Он тоже внезапно исчез с экранов радаров. Но уже на следующий день нашли первые обломки, а позже удалось поднять черные ящики. Благодаря этому специалисты смогли установить точную причину катастрофы. После исчезновения MH370 руководитель одной из крупнейших авиакомпаний мира заметил, что подобная история кажется невозможной только потому, что мы переоцениваем возможности современных технологий. Нам кажется, что сегодня каждый самолет находится под непрерывным наблюдением спутников и радаров. На самом деле это не так. Большая часть поверхности Земли покрыта океаном. Во многих районах нет наземных радаров, а спутники далеко не всегда способны непрерывно отслеживать положение самолета. Именно поэтому исчезновение большого пассажирского лайнера оказалось возможным даже в 21 веке. Мы привыкли думать, что современный мир изучен почти полностью. Но стоит огромному самолету отклониться от маршрута над открытым океаном, и оказывается, что на карте Земли все еще существует место, где он может бесследно исчезнуть. Возможно, ответы до сих пор лежат на глубине нескольких километров внутри двух оранжевых бортовых самописцев. И пока их не найдут, история рейса MH370 останется одной из самых больших неразгаданных загадок современной авиации. Напишите в комментариях, какая версия произошедшего кажется вам наиболее убедительной. И как вы думаете, удастся ли человечеству когда-нибудь найти место крушения этого самолета?